Всем привет! Приветствую вас на нашем канале. Сегодня мы будем реставрировать диски от X5 20, 168 стиль. Это диски от комплектации 4.8 IS, бензиновая модификация. Они разноширокие. Это передние, это задние. Повреждения у нас уже самой порошковой покраски. Они были в ремонте. Сейчас мы это все будем делать, зачищать и красить. Приступаем. Вот эту всю шелуху, состояние. Так, при помощи отвертки снимаем грузы. Есть. И зачищаем щеткой по металлу. Так, калошей удаляем клей, который у нас остался. Ну и так далее. Вот видно оригинальность этих дисков. BMW, номер, ширина передних 9,5, размер 20, вылет из 45. Задние тоже у нас BMW, оригинальный номер, 10,5 ширина, 20 диски и вылет из 30. Made in Mexico. Ронал. Так, тут у нас на задней части диска есть такие места. Судя по всему, когда-то этот диск рихтовался и криво рихтовался. Зачищаем это место при помощи напильника. Пытаемся придать ему людский вид, чтобы он был хотя бы ровный. Вот доводим до такого состояния, подравниваем диск. На диске я нашел еще несколько таких мест. Второе, третье, здесь чуть-чуть надо. Вот четвертое, пятое, ну и так далее. На одном вот из дисков есть бордюрка с таким забоем. Тоже надо убрать. Зачищаем его. Так, есть. Вот один из минусов порошковой покраски. С этой стороны была бордюрка. Сделала эта бордюрка трещиной в порошковой окраске, потому что порошок имеет свою толщину. И колесо травило воздух в этом месте. Если бы здесь было покрашено грунт, база, лак, слой был бы намного меньше. И даже если бы была бордюрочка, то трещин бы сюда в эту сторону не пошло. Вот сейчас будет хороший пример, как будет отлетать краска порошковая спустя время, после бордюрочки. Смотрим. То есть по факту под порошок был подтек воды, коррозирование металла и подрыв краски.
краска начала просто-напросто отслаиваться, тем самым воздух, который был в колесе, мог выходить, подтравливать через эти самые трещины. Вот так. Так, рекламная пауза. Решил взвесить диски, сколько они весят. Сейчас посмотрим. Это задний. 17,3. 17,2 килограмма. Ну такой увесистый. Так. Так, передний. Шестнадцать. 16,8. Такой тоже увесистый. Так, приступаем к механической обработке. Берем такой вот утюжок, 120 наждак, крепим. И вторая часть. Есть. И начинаем зачищать. Проходим весь диск. Так, верхнюю часть довели мы до такого состояния утюгом нашим со 120 наждаком. Вот. Дальше здесь уже нужна будет механическая обработка 240 и 320 наждаком. Так, сейчас будем грунтовать открытые части, задней части диска. Я буду грунтовать таким грунтом от производителя Naol. Тонким слоем наносим на открытые части. Ну и так 2 слоя, думаю, будет достаточно. Прокрашиваем внутреннюю часть серебристой краской. Ирида я взял, производитель Боди.
И так весь диск. Так выглядит внутренняя часть диска после окраски. Так, заднюю часть дисков привели в порядок. Сейчас начинаем работать с лицевой частью. На одном диске были здесь вмятины, я немножко их подшпаклевал. Сейчас 80-й наждачкой немножко их подровняем, выведем форму. Равняем. Так, переходим на 240-ю. И добиваем ее. Здесь такая же ситуация. Я ее подровнял уже 80-й наждачкой, 120-й. Сейчас перешли на 240-ю. Доводим до такого состояния наждачку и проходим весь диск. Так, с этим диском в принципе все. 320 прошелся, зачистил, можно уже будет его грунтовать. Так, на втором диске здесь, конечно, ситуация более серьезная. Здесь есть такие рытвины, их нужно подшпаклевывать. Вот здесь, здесь еще одна, здесь и здесь. Сейчас будем финишной шпаклевочкой подшпаклевывать. — 320-м наждаком пока сохнет шпаклевка на этом диске. Проходим остальные диски. Убираем такие царапинки. Шпаклевка уже подсохла. Начинаем обработку 120-м наждаком. Так, взял новый 120-й наждак, тот уже забился.
Ну и дальше доводим приблизительно до такого состояния. Так, после 120 переходим на 240 наждак, потом на 320. И доводим до такого состояния 240 и переходим на 320. Так, после 240 проходим 320. Места переходов желательно хрест-нахрест проходить. То есть вот мы прошли в эту сторону, теперь в правую, чтобы у нас получился вот такой рисунок. Здесь также проходим в эту и перебиваем в другую. Так, обезжириваем диски, полностью протираем. Я протирал бензином калошей. Сейчас проходим антистатической салфеткой и далее грунт. Антистатиком прошел полностью все диски, сейчас грунтуем открытые места. Так. Здесь достаточно. Здесь тоже достаточно. На задних дисках у нас только два места. Это. Так. И здесь. Еще раз проходим антистатической салфеткой и
начинаем красить. Я взял эмаль Ньютон для автодисков. Прокрашиваем внутренности. Так, ждем, чтобы чуть подсохло. Еще один слой. Пока красим следующие диски. Так, прокрашиваем второй. Между каждыми слоями проходим антистатиком, убираем пыль. Наносим второй слой. Наносим третий слой. Так, проходим еще раз антистатиком и начинаем лачить первый слой.
второй слой лака. Так, закончил я наносить лак. Получилось у меня это вот 3 слоя. Так вот вышло. Это передние диски. Вот задние. Вот, ушел весь баллон. Все, восстановление дисков закончено. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и комментируйте. Может быть, есть какие-то советы, выслушаю. Всем спасибо за просмотр. Пока.